Trace Podcast. Всем привет, это Богдан. В эфире очередной выпуск хайповых новостей. И сегодня, как обычно, вы узнаете новости из мира NFT, метавселенных, искусственного интеллекта, технологий и криптовалюты. Поехали! Биткоин в GTA 6. Уже совсем скоро выйдет GTA, новая часть под цифрой 6. И последняя утечка говорит нам о том, что ребята хотят добавить криптовалюту, а именно биткоин. Возможно, появится функция «Играй и зарабатывай». Биткоин будет использоваться как маркер для оплаты и, возможно, для вознаграждения. Но есть одно большое «но». «Играй и зарабатывай», по сути, сама система является финансовой пирамидой. И каким образом ребята из GTA будут с этим бороться, мы не знаем. К слову, в нашем проекте MetaTrace мы используем не простую историю, которая является схемой Понци, где вознаграждения выплачиваются новым игрокам только за счет поступления денег от, собственно, старых игроков. И каждый раз эта система растет все больше и больше, и как финансовая пирамида в какой-то момент просто лопается. Мы придумали революцию в играх. Система называется Free to Play and Earn. То есть любой человек может начать бесплатно играть и при желании может приобрести подписку, может приобрести NFT и начать зарабатывать. Но именно заработок строится из большого количества различных поступлений в игру, о которых я вам расскажу чуть позже. Binance запустит криптообразовательную программу в университете Аргентины. Совместно с Академией Austral Campus Pilar ребята запустят образование. Для каждого желающего вы сможете обучиться торговле криптовалюте. Binance, конечно же, это делает для того, чтобы потом новичков преобразовывать своих пользователей, ну а мы только этому рады. Пусть будет больше ребят, которые разбираются в криптовалюте. Тиктокер заложил дом, чтобы вложить все деньги в криптовалюту XRP. Ну, собственно, то он и тиктокер, чтобы совершать не очень умные действия. Парень снял видео, выложил его в ТикТок, на котором рассказал и показал, что он заложил свой дом. Взял 500 тысяч долларов в кредит и эти деньги вложил в криптовалюту XRP. Ну, так себе на самом деле выбор, потому что криптовалюта существует огромное количество времени и давно не росла. С тех пор, как он снял это видео и вложил деньги в крипту, она просела на 30%. Ну, собственно, в ТикТоке он снимает хорошие, а инвесторы из него так себе. ChatGPT подставил адвоката Стивена Шварца. Собственно, нью-йоркский адвокат выступал по делу от нью-йоркца, в котором они обвиняли авиакомпанию в том, что она нанесла ущерб здоровью. В общем, чувак хотел развести авиакомпанию на деньги и для этого обратился к адвокату Шварцу. И когда адвокат готовил информацию по делу, он спросил у чата GPT, а были ли еще какие-то случаи с этой, собственно, авиакомпанией? Может быть, они еще с кем-то произвели какие-то плохие вещи. Чат GPT выдал ему несколько историй, и он, собственно, в суде их рассказал. Но, к сожалению, неудачник-адвокат не проверил подлинность. Оказалось, что чат GPT просто выдумал эти истории, и сейчас ему грозит лишение лицензии. А в общем, дело он, конечно же, проиграл. Не доверяйте чату GPT, всегда проверяйте. Подразделение Web3 от Mercedes-Benz создало новую коллекцию NFT. Подразделение от Mercedes-Benz под названием NXT решили выпустить новую NFT-коллекцию. Причем, когда мы слышим Mercedes-Benz и NFT, мы думаем, сейчас появятся какие-то машинки, и вот это все будет реализовано в виде картинок. Для создания NFT-коллекции они привлекли известного художника Харм Дорпель, который создал для них генеративную коллекцию, основанную на скорости движения, красоте и еще куче разных эпитетов, связанных с Mercedes-Benz. Выглядит это вот так, по меньшей мере странно, но это генеративное искусство, так что куда деваться. Власти Индонезии грозятся депортировать туристов за использование криптовалюты. Правительство острова Бали, что располагается в Индонезии, выступает против криптовалюты. А так как там огромнейшее количество криптоактивистов, криптоэнтузиастов, которые приходят в отели, в кафе, в разные заведения и просто переводят криптовалюту. Для правительства, конечно, это минус, потому что такие компании не платят налог. И они говорят, что, ребята, у нас можно платить только нашими местными рупиями. В другой валюте вообще транзакции запрещены. Более того, если вы оплачиваете что-то не в рупиях, вам грозит до 2 лет лишения свободы и штраф в 13 тысяч долларов.
Поэтому только рупии. Илон Маска обвиняют в инсайдерской торговле Dogecoin. Илон Маска уже в который раз обвиняют в инсайдерской торговле. И, как обычно, я считаю, что до суда это дело не дойдет, его замнут и просто все забудут. В очередной раз ребята собрались, куча инвесторов, подписали петицию, подали это дело все в СЕК и говорят, что Илон Маск за последние 2 года увеличил стоимость криптовалюты Dogecoin на 36 тысяч %. Ну, что просто невероятный успех. После этого он эту криптовалюту обрушил. Интересно, что думают те инвесторы, которым удалось заработать. Я думаю, вряд ли они будут на него ругаться. А эти ребята просто не успели вовремя выйти, и теперь они такие, мы плохие инвесторы, и обвиняем в этом Илона Маска. Но я думаю, в любом случае они продолжат следить за его твитами, и в очередной раз, когда он кого-то прорекламирует, они обязательно это купят. А потом опять будут ругаться. А потом опять купят. На базе чата GPT разработали чат-бот Сатоши Накамото. Я уже когда-то вам рассказывал, что есть некий выдуманный или, может быть, реальный персонаж, никто не знает, Сатоши Накамото. Это тот самый суперумный программист, который разработал блокчейн и создал на нем, собственно, биткоин. У него есть несколько форумов, сайтов, никто не знает вообще, это его или нет, какие-то книги. И в итоге взяли всю эту информацию, загрузили ее в чат GPT и на базе вот этой всей информации сделали нового бота. По сути, вы общаетесь с Сатоши Накамото. Вы можете задать ему какой-то вопрос, и он вам будет на него отвечать. Чего-то нового он вам, конечно, не расскажет, это просто сгенерированная вся информация, вся база данных, которые есть в интернете. Но от этого это не становится неинтересным. В Канаде создали робота, который умеет находить потерянные вещи. В общем, есть робот небольшой, наверное. Ну, чтобы дома помещался. Он стоит и наблюдает за всем, просто анализирует, что вы куда положили, куда дели. И если вы в какой-то момент потеряли ключи, то вы можете у этого робота спросить: братишка, а ключи-то где? Ты видел? Он такой: да, я видел, они вот там. И просто вам показывает, где они находятся. Вопрос: а если мы потеряем робота, кто нам поможет его найти? Популярное приложение iRecorder для записи экрана на Android тайно начало шпионить за пользователями. Буквально недавно появилась просто ошеломительная новость. Приложение, которое скачало более 50 тысяч человек, оказывается, шпионило за пользователями. Они в какой-то момент каждый день по 1-2 минуты запускали запись микрофона, записывали все, что происходит вокруг телефона, скачивали файлы, имели доступ к вашим фотографиям и ко всему остальному. Это все превращалось в некую такую базу данных, big data, которая потом использовалась в каких-то, может, хороших, а может быть, плохих целях. Фотоаппарат без объектива и без линз делает фото с помощью ИИ. В сети уже прозвали этот фотоаппарат крот. Выглядит он довольно странно, и это что-то из-за грани фантастики. В общем, как этот фотоаппарат работает? Он, во-первых, оценивает местоположение, где вы находитесь. Вы задаете данные, вашу геолокацию, то есть ваши координаты, вплоть до метра, и он также оценивает с помощью вот таких вот щупалец, как у крота, какое-то освещение, ветер, дождь, ну то есть погоду. Все это загружается в искусственный интеллект, и с помощью Google карта он создает красивые фотографии. Выглядит это вот так, и для меня это просто что-то за гранью фантастики. Как я сказал ранее, мы создали революционную экономическую модель для нашей игры. Скоро мы ее представим общественности в нашем white paper, но могу сказать несколько слов. В мире существует очень мало стабильных экономических систем. К одной из них я могу отнести YouTube. Это одна из платформ, которая смогла решить вопрос монетизации. Все блогеры создают контент и получают за это деньги, потому что в их видео появляется реклама. И есть еще одна модель, очень понятная, free-to-play. Например, игра, в которую вы играете бесплатно. Если вам она нравится, вы начинаете за нее платить. И используя 3 модели, по сути, криптовалютные игры, систему монетизации с помощью продажи рекламы и вознаграждения контент-мейкеров, и третьей системы free-to-play игр, где у людей появляется желание заплатить, мы решили совместить в нашем приложении. Я уверен на 100%, что в MetaTrace получится создать первую стабильную экономическую систему, которая проработает годы, и все пользователи смогут зарабатывать, и это не будет системой Понца. Ну, это был Богдан, на сегодня все. Увидимся через неделю. MetaTrace, хайповые новости. Trace Podcast.